Так, ну теперь у нас, собственно, задача получить наш багаж и найти автобусы, чтобы отсюда уехать из Стамбула. Мы нашли автобусное расписание. 17-й автобус идет до Султан Ахмед. Султан Ахмед как раз находится недалеко от нашего отеля. В общем, все получается достаточно просто. Не нужно не покупать никакие карточки, как нам только что объяснили. Просто мы ищем свою платформу и свой автобус. А в автобусе можно заплатить кредитной картой и доехать до своей станции. Так примерно выглядит наша дорога из аэропорта в Стамбул. 27 минут, 39 километров. И обошлось нам это 400 рублей. Ну, кстати, водители, как у нас, чатятся, сидят. Такой очень сильный туман. Наш водитель всех щемит, потому что они присутствуют в этой полосе. Пробки тут, кстати, как в Москве. А движение вообще один в один, как в Москве. Все подрезают, поворотники не включают. Так, ну, собственно, вот такой у нас номерок. Не, ну для бесплатного номера ничего. Что у нас тут? Сейф есть, мини-бар. Ты говоришь, чудесный вид из окна? Вот это вот кукла, это... Мне кажется, она ночью может залезть через это окно и что-то с нами сделать. Поэтому придется нам закрывать окно. Очень зловеще выглядит. Вкусно? Да, хочешь попробовать? Как на даче? А как его есть? Никак. Я не знаю, в чем он. Кусай его. Ну, его почистить, наверное, надо. Да, чистишь его. И кусаешь. Ну, не любят есть. Ну, какая-то гадость. Да. Ну, расскажи, что это за мечеть. Все, что я знаю. Али София. Ну, только кошкам можно сюда заходить. Смотрели мы собор Софии. В Европе такие соборы как бы всегда бесплатные. Тут это стоит чуть более там 1000 рублей, как бы. Но если вы любитель и фанат, то, наверное, да. Если нет, то можно и не заходить. Можно снаружи посмотреть. Купили мы тут кренделек. Как у нас кренделек? Крендель, как крендель. Какой кусочище у нее вкусненького мяса. Мне же человек. Ага. Что ты? Что ты? Покушать хочешь? Покушать хочешь? Жирненький такой, да. Ну что-то мы тут дорвались, взяли шаурмишку. Но какая-то она по вкусу не как шаурмишка, а как какая-то пита греческая. Так себе по вкусу. Не, ну есть, конечно, можно. Но на шаурму это не похоже. Сейчас мы с вами плывем по так называемому Босфору. Это пролив, который соединяет Средиземное и Черное море. Он имеет очень большое стратегическое значение для Турции. И издревле еще позволял Турции развиваться, так как она находилась на проливе, через который проходили суда из Черного моря, Средиземное и наоборот. На мой взгляд, все-таки поездка на этом пароходике слегка затянута. 3 часа. Для такой поездки по Босфору это слишком долго. Часа полтора бы самое оно было.
Настя, не хочешь вот то платьице верхнее? Abiyesi var abiyesi. Такие оживленные улочки. Все, что можно, продают они. Прям реально рынок. Я помню, у нас в Колдовом был вьетнамский рынок. Примерно такой же он был. Какое местечко он нашел, дружочек. Мы с Настей решили далеко не ходить и пришли в соседний от нашего отеля ресторан. Нам принесли комплименты вкусненькие. Настя уже накинулась на них. Так, Настя, ну что, рассказывай, что у тебя там такое вкусненькое? Я еще не знаю. Вкусно. Бараний кебабчик. Сейчас курочку еще попробуем. Получше наращивать. А у нас тут сидит дружочек и ждет. Привет. Что ты ждешь? Вкусняшку? Вкусняшку ждешь? Вот так. На самом деле средненький, честно говоря. Начался новый день. И мы с Настей идем в метро. Посмотрим, как выглядит метро, чтобы попасть на другую сторону Босфора и посмотреть Галатскую, как там? Да. Галатскую башню. А тут вот такие подъемчики нехилые. О, какой-то тут движуха происходит. Мы зашли в какой-то базар, это прям город в городе. Тут, кажется, километры таких улиц, можно заблудиться. Тут, кажется, можно купить все, что угодно. Начиная от всяких сладостей, перцев, вещей, всякие ботинки, типа там Gucci, Fendi, которые стоят 20 лир. Так что, может, Наське что-нибудь сейчас прикупим, какую-нибудь прикольную штучку. Всякие магазинчики фонариков. Тут же сумки. Ковры, украшения, барабаны, а также куча всякой одежды. Ну вот, наконец-то вышли отсюда, но тут ничего лучше не стало, все так же запутано. Такой же рынок, только уже на улице. В общем, по ходу дела, кто хочет купить себе недешево подделки под разные бренды, им сюда. Есть тут разные, по ходу дела, по качеству и по ценам. Так что, если вы московский модник, то можете приезжать смело и закупаться тут на пару тысяч рублей. И все у вас будет хорошо. А мы наконец-то отсюда вышли. Подходим к метро, а тут тоже красивая мечеть. Называется она как-то Баязид, что-то про нее ничего не понятно. Настя, как обычно, не подготовилась, никакой информации нету. И, кстати, вот тут какой-то университет стамбульский. Все там учатся. Другие страны, кроме наших, почему-то культурный патриотизм. Да, не только на государственные праздники флаги висят страны, но и, в принципе, каждый день. Каждый гражданин себе на балкон вешает турецкий флаг, гордится своей страной. Да, мне даже кажется, коты будут что-то вешать, которые вот там на поручнях сидят. Не, кстати, да, действительно, очень много может флагов. Быть, это пафосно, конечно, но для сохранения самодержавия и всего остального это очень важно идеологически. Хотелось бы заметить, что сейчас у нас 31 октября. На самом деле, мне кажется, самое комфортное время для посещения Стамбула, потому что сейчас температура на улице составляет примерно, градусов, наверное, 17. Днем она приблизится, наверное, к 20, вечером будет прохладно, нужно будет уже какую-то толстовку одевать. Но рельеф города такой, что здесь как бы достаточно много гористой местности. И по улочкам ты идешь сначала вверх, потом вниз.
И это не очень легко, особенно если ты не особо физподготовлен. Конечно, каждому свое. Кто хочет искупаться, искупаться уже в это время не получится. Кстати, Настя, а тут есть, ты не знаешь, где-то Есть. места, где можно купаться с чистой водой? Потому что мы только одни порты видели. Есть. Где? Есть. Google помощь. Вот мы пришли к станции метро Вензельцеве. Сейчас будем пытаться понять, как билеты купить и поедем в эту сторону, чтобы попасть в башню. Банкоматы находятся практически везде. Единственное, они все берут комиссию. Мы вот вчера уже 2 раза снимали деньги. В одном банкомате было 6% комиссии, в другом 7%. Поэтому лучше, наверное, привозить сюда уже доллары и менять в обменниках, хотя мы не пробовали это делать. Ну а дальше все просто. Выбираем русский. Берем один проход. Вставляем деньжат. Увеличиваем на 2. Даем свое согласие. И получаем 2 карты и, наверное, сдачу. Это у нас раз карта. Бинго. Вот так вот мы прошли. Вау. Метро достаточно глубокое, вот таких проездов мы уже проехали, наверное, раз 5. То есть, ну, оно реально на такой же глубине, как и наша. Нам нужна станция Сишаны. Настя, ну расскажи что-нибудь. Ну, либо хотя бы под поезд прыгни. Хоть какой-то контент будет от тебя. Мы приехали на нашу станцию. Такси. Сейчас будем выходить. Котики спят прямо на эскалаторе. Взяли мы с Настей шаурму, лаваши и питье. Я взял питье, потому что лаваш закончился. Сейчас попробуем, насколько она вкусная. Ну что, вкусно? Лучше, чем вчера было. Ну да, это повкуснее, чем вчерашняя. Она хоть похожа на настоящую. С Настей решили, что путешествуя с камерой есть свои плюсы. Я могу один ходить везде, покупать один билет, а Настя будет потом на ноутбуке все смотреть. Можно неплохо сэкономить на билетах. Мы вот тут уже стоим в очереди на эту башню почти час. Говори, полчаса всего. Поднялись мы на башню. Настя занимается любимым делом. Мы живем вот за теми 2 мечетями. И сейчас отсюда пойдем пешочком вот туда на набережную. А вот такой вот спуск с башни. Ну, конечно, не целиком так. А, немножко только наверху. Смотрели мы башню, теперь мы направляемся в дворец Долмабахче. И на него мы поедем на метро. Почему у нас такие метро штуки не делают? Очень удобно. Вот такой вот банкомат. У него самый маленький процент из всех, где мы снимали 3,5% всего. У остальных было 6 и 7. Вот тут вот гарантия форматик 3,5%. Еще раз хотелось бы сказать, что весь город, он вот в таких вот перепадах. Поэтому обязательно нужно иметь при себе удобную обувь. Шаурму, а потом сгонять
Yes. Обязательно нужно с собой иметь удобную обувь, желательно кроссовки, потому что на каблуках вы тут точно не находитесь. А это Vodafone Park, стадион. Maps.me подсказывает, что это стадион Бешикташа. Даже на улицах граффити показывают, как полиция дружит с населением. И полиция со спецназом тоже дружит, судя по всему. По поводу еще аренды машин. Мы хотели взять в аэропорту на прокат машину на 2 дня. Это примерно обошлось бы, ну, где-то 1004-5 рублей. Вот. Если учесть, что такси только в один конец стоит 4000, а мы доехали на автобусе за 400 рублей. Но движение здесь в самом городе как бы в принципе нормальное, ну, московское, я бы сказал. Но в центре и ближе к центру очень маленькие узкие улочки с парковкой, действительно большие проблемы. Поэтому то, что меня остановило, это то, что непонятно было, как парковать машину. Потому что там реально не то, что с парковкой даже проблем, ее вообще в принципе нету. А так общественный транспорт, ну, в плане метро, как бы оно везде в пешей доступности, очень удобно. Так что решайте сами, брать машину или не брать. Добрались мы до дворца Долмабахче. Подходим к кассе с билетами. Такой вот билетик на 2 человек, 180 лир. Это примерно 2000 рублей. Замок Гарем. Гимнастику отдадим в Гарем. Судя по всему, тут и детские экскурсии ходят. Куча турецких кричащих деток. Смотрели мы этот дворец. И, как обычно, я не в восторге от такого, потому что, честно, вот мое личное мнение, скукотища. Смотреть старые проперженные кресла, старые ковры. Не знаю, это точно вот не мое. Вот здесь нам еще сюда сходить надо, сюда сходить. Как вы уже поняли, нас ждет безумное развлечение сегодня, в ближайшие пару часов. И чтобы хоть как-то развеять этот чудесный, интересный вечер в замке, я расскажу достаточно полезную информацию по поводу Turkish Airlines и стоповара, которые они предлагают здесь, в Стамбуле. То есть суть какая, если вы делаете пересадку в течение от, насколько я помню, 20 часов там и более, вы можете расположиться в бесплатном отеле, который турецкие авиалинии вам предлагают. То есть вы покупаете билеты, пишете им на почту, и они присылают вам ваучер на 1 ночь проживания в турецком отеле. 4 звезды, 1 ночь, и вы можете расположиться в этом отеле бесплатно. Единственное, как прикол в том, что вам нужно будет добраться до него самостоятельно, что мы, собственно, вчера и сделали. Причем мы даже взяли стоповар на 47 часов, и получилось у нас 2 полных дня в Стамбуле с бесплатным проживанием. Поделитесь своими впечатлениями по поводу посещения нашего дворца. Есть один фактор, который мешал мне это делать. Что, проперженные стулья там или что? Старый перепуток, который ходил. Ну все, мы уже в номере будем собирать чемоданы и наконец-таки вылетать в Шарм-эль-Шейх. Но чего-то, блин, чертовски не хватает. Может быть, этого? Действительно, вот этого и не хватало. Ну все, мы наконец-таки выселились из нашей гостиницы. Оставили вещи на ресепшн. У нас есть пару часов, чтобы погулять, и будем уже выдвигаться в аэропорт. Ну, какой гигантский флаг повесили прямо на всю улицу. Причем такой маленький домик. Просто супер узенький, с одной комнаткой. Вечером уже, когда стемнело, мечети выглядят намного красивее. Как будто из мультика про Аладдина. Такие подсвеченные, красивые. Как это, так и та тоже. Ну, в общем, все. У нас уже через 1,5 часа автобус в аэропорт. А мы зашли перекусить на дорожку. И решили попробовать кальян. Кальяны здесь подороже, чем в прошлом месте. Вот мы решили средний взять. Это 120 лир. Это примерно 1400 рублей. Very good. Thank you. А у меня вот такая вот штучка. Это шаурма с картошкой. Сейчас мы попробуем. Чуть вкуснее, чем сегодня я ел. Кальянчик привез очень симпатичный кальян. Сейчас мы попробуем, какой он на вкус. Ну, уже, кстати, получше, чем вчера. Помню,
там сколько, лет 5 назад все так возмущались, что запретили курить в ресторанах, в кафе. Но мне кажется, это очень круто, потому что вот сейчас у меня сзади кто-то сидит и курит. Честно говоря, прям невозможно сидеть, потому что прям адская вонь. Решил, кстати, тут немножко Настя дорогу мяса положить. А то она, видишь, в самолете как бы голодает, хоть что-нибудь перекусит. Ну, о тебе забочусь, Настя. На самом деле у нас около отеля живет кот, он постоянно почему-то сидит около двери, тут вообще очень много кошек, и вот мы решили его покормить на прощание. Уже 3 официанта подошли и хотели забрать нашу еду для кошек. Они, наверное, подумали, что это я Наське отложил немножко еды, но я им объяснил, что это для кошек. Они такие понимающие покивали, посмотрели на Настю. Посидели мы на 447 лир. Это примерно получается 5000 рублей с учетом кальяна. Ну вот он сидит, до него мы покушать принесли. Сидит и смотрит в окошечко. Киса, Настя, на, корми его. Дождался. Дождался. Кушай. Дождался, да, вкусняшки? Ну, видишь, все, Настя, кота покормили, можно лететь уже в Шарм-эль-Шейх. Ну все, вот так вот мы и уезжаем из Стамбула. Направляемся на площадь Мухаммед, и нас заберет автобус. Настя тащит не свой чемодан, а мой, потому что я тащу вот эту бандуру. Вот такой путь у нас предстоит с чемоданами. Минут, наверное, 10. Ну, честно говоря, это лучше, чем отдавать за такси 4000 рублей, когда можно доехать с площади за 400 рублей. Причем автобус достаточно комфортабельный. Ну вот и все, прошло минут 10-15, наверное, максимум. Мы уже на площади подходим к нашим автобусам. Такие у нас автобусы, как туристические, поэтому на них достаточно классно добираться до аэропорта. Настя по пути играет Angry Birds. Крутой на самом деле аэропорт, огромный, с навесом, автобусы, парковка многоуровневая. Такой вот вход. Настя своим чемоданчиком уже идет. Не зря его называют один из самых крупных аэропортов мира. Причем его еще строят. Наконец-то мы добрались до нашего отеля Санаторий Coral Beach Resort.